Пикантные маринованные кабачки со специями и хрустящим луком. В этом видео готовим их быстро, и при этом способ отлично подойдет для того, чтобы сделать вкусные запасы на зиму. Кабачки или цукини маринуются быстро благодаря горячему рассолу и тонкой нарезке, и выглядят они очень аппетитно. Привет, друзья! Как и обещала в прошлом видео, эта неделя будет кабачковой или цукиневой, как вы захотите. Маринованные кабачки цукини из этого ролика отлично зайдут как закуска, как просто положить на кусочек подсушенного темного хлеба или как текстурный ингредиент к домашней шаурме, к домашним сэндвичам, бургерам, хот-догам, в общем, к такого рода домашнему фастфуду. Они получаются хрустящими по текстуре с гармоничным балансом кислого, сладкого и соленого, а также яркие специи привносят дополнительные вкусы. Список ингредиентов для пол-литровой банки сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под роликом. Я буду использовать цукини, но можно брать и кабачки. Идеально подойдут не очень большие по размеру овощи. Комбинацию специй вы можете варьировать под себя, вводить какие-то ароматы, но главное соблюдать баланс соленого, кислого и сладкого. Если планируете сделать заготовку на зиму, вам также потребуются стерильные банки и крышки. Вымойте кабачок и нарежьте его тонкими ломтиками при помощи ножа экономки. Также можно натереть кабачок на плоской широкой терке или нарезать ножом, если так вам будет удобнее. Благодаря тому, что кусочки тоненькие, кабачки промаринуются быстро, и после остывания рассола их уже можно будет есть. Теперь нужно избавиться от лишней влаги, которой в кабачках довольно много. Для этого уложите кусочки кабачков в удобную емкость, щедро посолите и оставьте минут на 10-15, чтобы кусочки пустили сок. Этим временем займитесь остальными ингредиентами. Красную луковицу очистите, разрежьте надвое и нарежьте тонкими перьями. Кусочки зеленых кабачков или цукини вместе с красным луком будут смотреться очень контрастно, ярко. Лук тоже получится очень вкусным и хрустящим. Отправляйте лук в глубокую миску. К луку всыпьте паприку. У меня домашняя, ссылку на видео про ее заготовку оставлю в описании. Займитесь рассолом. В небольшую кастрюльку всыпьте сахар, соль. Добавьте специи: чеснок, черный перец и перец чили, лавровый лист. Напоминаю, что набор специй для придания аромата может быть разным. Добавьте горчицу, влейте уксус и воду. В данном случае я буду использовать домашний красный винный уксус, и ссылку на большой материал о том, как я делаю домашние уксусы, я оставлю в описании под роликом. Отправляйте рассол на огонь и доведите его до кипения, а затем снимите с огня. Благодаря нагреванию специи быстрее раскроются, начнут отдавать свои ароматы, и температура рассола поспособствует более быстрому маринованию. Вернемся к кабачкам. Они постояли и пустили сок, а сами ломтики стали более мягкими. Деликатно отожмите выделившийся сок, но усердствовать слишком сильно не нужно. Отправляйте кабачки в миску с луком и паприкой, перемешайте овощи. Удобнее всего делать это просто рукой, так овощи не будут давиться, но прекрасно смешаются. Отправляйте овощную смесь в банку, слегка ее утрамбовывая. Можно заполнить банку полностью и затем залить ее рассолом, но я заполняю наполовину, заливаю горячим рассолом, а затем заполняю доверху и заливаю еще раз. Так кусочки прогреваются более равномерно и специи распределяются тоже более равномерно. Рассола получится чуть больше, но лучше, чтобы этот небольшой запас был на всякий случай. Залив кабачки рассолом так, чтобы он покрыл все кусочки, закройте банку и оставьте до остывания рассола при комнатной температуре. После остывания маринованные кабачки уже можно есть. Если сразу их есть не планируете, уберите банку в холодильник. Если вы планируете заготовить их на зиму, используйте стерильные банки, а укупорив, остудите вверх дном и укутав в полотенце или одеяло. Если это видео вам понравилось, ставьте палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал, потому что в следующем ролике продолжим кабачковую тему. Это будет потрясающе вкусные запеченные кабачки, очень классные и как закуска, и как дополнение к гарниру. В общем, понравится даже тем, кто не любит кабачки. Нажимайте на колокольчик, чтобы это видео не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».